Но я не люблю бульбу. Следующий вопрос. Ты ловишь мышей? Мышей? Мышей. Вот, это моя фотка, если что. Привет, ребят. Будем что-нибудь калякать. Я, если честно, пока еще не знаю. Блин, не представляете, как сильно я волнуюсь. Вообще просто жесть. О, на английском люди пишут. Hi, my English is very bad. I can't speak in English. Со мной, если что, сидит моя сестра. Она будет, возможно, зачитывать чатик. И вообще за этим всем следить, скорее всего. Сейчас... Вроде включилась. Сейчас будем что-нибудь калякать. Это моя программа, в общем-то, в которой я работаю. Вот. С планшета, разумеется. Тут я делаю скетчи. Вот этим маркером я делаю скетчи обычно, которые вы могли видеть в группе ВК. Вот. И, в общем-то, как-то так. Я не знаю, что еще тут сказать. Так, сейчас. Что у нас тут вообще происходит в чате? Дичь. Я говорю, что ты рисовала Рейха. Рейха это, конечно, очень весело, но не уверена, что я это сделаю. Ну, вроде люди не просят, чтобы я делала... Ой, точнее... Рейха Японская империя. О, Рейха Японская империя. Хорошо, ребят, сейчас. Короче, сейчас, смотрите, это будет вступление такое для стрима, так сказать, первый скетч, разогрев. Вот, смотрите, короче. Это все, что я могу пока что выдать. Почему я такая? Потому что я специально делаю, чтобы вы поорали. Они будут за... А, все, они держатся за ручки. Да, они держатся за ручки, все. Я, извините, конечно, но шиперские картинушки в прямом эфире я рисовать вряд ли буду, потому что я стесняюсь. Вот, все, пожалуйста. А, свастика надо. А, не, меня за свастику забанят, будет без свастики. Все. Тебя спросили, ты ходишь в художку? Художку? Нет, я не хожу в художку, потому что я ленивая задница. Я пыталась ходить в художку, но я, по-моему, сходила всего на 3 или 4 занятия. Мне стало лень туда переться, потому что это было далеко. И под конец я никуда не пошла. Тебе нравится Country Balls? Country Balls, да, я люблю Country Balls. И какое-то время я просто тупо в КБ тупо сидела, долго очень. Смотрела много разных авторов. Я их никнеймы, честно, не вспомню, просто потому что я не обращала тогда внимания на никнеймы. Потом как-то примерно на месяц или на 2 я вообще забыла про эту тему, а потом наткнулась на КХ, и все, и это была любовь с первого взгляда. Когда покажешь лицо? Лицо я покажу никогда. Ладно, хорошо. На 100К, может... Ладно. Я не знаю, потому что, ну, как бы сложный какой-то вопрос. Если честно, мне не очень сильно нравится мое лицо, поэтому я не хотела бы его показывать. Вот. Но если вы меня очень все попросите, возможно, когда-нибудь я это сделаю. Как ты относишься к Рейху? Как я отношусь к Рейху, это интересный персонаж. Не, смотря какому. Да, кстати, смотря какому, потому что их несколько. Но если брать именно Третьего Рейха, то как персонаж я к нему отношусь хорошо, потому что это довольно интересная личность, так сказать. Много всяких интересных моментов с ним связано, исторических в том числе. А если просто Рейх, как, не знаю, как в реальном мире то, что была война, то, разумеется, плохо. Я против нацизма, мне против нацизма. Примите к сведению. Бульбу любишь? Бульбу? Сейчас я вас, возможно, оскорблю всех глубоко, но я не люблю бульбу. Совсем практически. Я очень редко ее ем, потому что мне она не нравится. Но при этом я обожаю шутить про бульбу, и как бы к самой бульбе я отношусь хорошо, но не ем ее. Чего ты боишься? Чего я боюсь? Ой, на самом деле довольно много чего. Я боюсь людей обычно. Я не люблю разговаривать с людьми, ну, в реальной жизни, просто потому что мне это сложно. Неловко очень получается, и как-то вот так. Я сильно волнуюсь каждый раз, когда в реале с кем-то разговариваю. Сейчас я, кстати, тоже очень сильно волнуюсь. Какие-то слова неправильные, может, говорю. Знаешь Майнкрафт? Минисруфт это вообще отдельная тема. Какое-то время назад я в него играла очень много. Прям действительно очень много. И я, не знаю, чуть ли не ходячей энциклопедией по Майнкрафту была. Это было чуть ли не мое хобби играть в Минисруфт. Вот. Но сейчас я уже в него не играю практически вообще. То есть последние несколько месяцев я в него точно не играла. А теперь вопрос только лично для тебя. Китикет или вискас? Китикет или вискас? Мне больше китикет нравится. Я не пробовала ни то, ни другое, поэтому не могу ничего сказать. Мне больше нравится, не знаю, конфеты. Не китикет и вискас, а конфеты. Китикет рулит. Вот. КХ или КБ? КХ или КБ? Слушайте, такие вопросы задавать нельзя, это противозаконно. Я вас посажу, если найду. Спать или жрать? Спать или жрать? Конечно же,
Ой, слушайте, рисовать. Рисовать. Не спать, не жрать, давайте рисовать. Какие у тебя есть хобби, кроме рисовать? Я пишу рассказы, можно даже сказать книги, и я пишу фанфики, но я никому не дам ссылку на фанфики, даже не просите. Я могу, чуваки. Злата нет. Я могу. Найдите меня в ВК, я вам напишу. Точнее, вы мне напишите. Ладно, хорошо, следующий вопрос. Ты ловишь мышей? 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 Нет, я ловлю хейтеров и баню их. Максимум, кого я могу поймать. На самом деле, я скажу вам по секрету, большинство хейтеров из комментариев я не баню. Я просто их оставляю, потому что за ними забавно наблюдать, и они довольно милые, на самом деле, несмотря на то, что злые. Так, Мия, как ты относишься к шипу Россия-Украина? Я отношусь к нему плохо, потому что в моей версии вселенной это получается инцест. А я против инцеста. Да, Мия против инцеста. Мия против нацизма и Мия против инцеста. Какую бы ты хотела посетить страну? Какую бы я хотела посетить страну? Мне прекрасно живется в моей замечательной комнате, поэтому никакую страну я посетить бы не хотела. Как ты относишься к шипу СССР Рейх? Я отношусь к шипу СССР Рейх очень плохо. Русаме? Русаме, скорее Мирус, как я поняла, правильно будет называть мою вариацию пейринга именно так, да. Ну, в последнее время я немножко подостыла к этому пейрингу. Читаешь фанфики? Нет, я не читаю фанфики. Я очень редко читаю фанфики. Последний раз, когда кому-то удалось заставить меня почитать фанфик, это был человек, который скинул мне ссылку на фанфик по ей Рейху. Ща, там спросили, можно Артик? Ща, шутка просто. Меня зовут Мия, но друзья меня называют Day Request. Доша Колеровка. Я не ем ни то, ни другое. В каких количествах ты обычно употребляешь стекло? Стекло? Если жрать, так жрать по полной. Но я его обычно делаю. Как твои друзья относятся к тому, что... У меня нет друзей. Хорошо, У меня есть друзья, но у меня они все интернет-друзья, скажем так. Ты дебил? Да. Нет, ты тапок. Да, я тапок. Я тапок. Несомненно, тапок. Так, не забывайте, короче, в ВК заходить по поводу фанфика. Злата, блин. Меня побьют, конечно, ну ладно. Не надо. Так. Если ты это сделаешь, я на тебя обижусь. Ты кактус? Я не кактус, я тапок. Смотрела фильм Хатико? Смотрела, и мне он показался очень скучным. Ладно, кто-то видел твои фанфики. Боже мой. Чувак, ты узнал... Чувак, не дай бог ты кому-нибудь их скинешь. Он говорит, что молчит. Спасибо. Чувак, скажи честно, ты их через меня узнал? У меня есть 2 аккаунта на Фейсбуке. На одном я публикую свои рассказы, а на другом я публикую свои фанфики. Второй аккаунт вы не сможете заполучить без помощи Златы, но я не рекомендую вам к ней обращаться, потому что... Да, короче, мне, в общем, мне... 1 рубль стоит! Ладно, Молчи, бесплатно. бесплатно. Мне стыдно за мои фанфики. Твоя комната отдельный мир? Моя комната — это отдельный темный мир. У меня шторы зашторены 24/7, я ненавижу солнечный свет. Мия, где живет твой дом? Мой дом живет на планете Земля. На участке. Я тоже дитя тьмы. О, все дети тьмы. Вы мои единомышленники. Круто. Так, помнишь, ты написала в телефоне, что бабушка заметила твой пейринг России и Америки и не представляет... На самом деле, моя бабушка посмотрела сначала на меня как на дебилку, спросила, ты типа знаешь, что Россия и Америка враги? И потом такая, ну ок, чё, и просто перестала обращать на это внимание. Я нашла ее. Вот смотрите, это я тапок. Приятно познакомиться. Мия, а ты знала, что у парней ушанки короткие? Парней, какая разница? Даже ушанка. От пола персонажа ушанка не зависит. Какого цвета твои волосы? Мои волосы... Сейчас я скрою одну свою фоточку. Разумеется, с замазанным лицом, на что вы надеетесь. Так, и на ней вроде как довольно хорошо видно, какого цвета у меня волосы. Так, я нашла свою фоточку, я замазала лицо. Смотрите. Ты любишь Ямайку? Я Ямайке отношусь нейтрально. Вот, это моя фотка, если что, это я. Кто-то, возможно, не знал, это было еще зимой, и я фоткалась. Я себе шила кошачьи ушки. Они до сих пор лежат у меня в шкафу, но с ними какая-то проблема, в общем, возникла, они у меня плохо крепятся. Так. Поэтому сейчас я их не особо ношу. Чего полить не надо? Чего полить не надо? Злату не надо, пожалуйста, полить. Это мое... Фанфиков не надо полить? Да, надо полить, понимаешь, чувак? Ну, это моя карьера будущее. Понимаешь, я просто потом буду за это брать деньги. Какие деньги? О чем ты? Не факт. Мне стыдно за мои фанфики, поэтому я не могу ничего сказать. Лень рисовать. Так, рисовать, вот это... Лень рисовать. Лень рисовать. Рисовать это вопрос? Да. Нет, не лень, я рисую 24/7. Сейчас я закончу стрим и продолжу рисовать. Как тебя узнал подписчик? Мы с ним списали... вот, история, возможно, ребят, не все чекали сообщество канала.
Сегодня я ходила в школу получать справки, точнее не получать справки, я подписывать документы ходила об получении аттестата, типа о том, что я подтверждаю оценки, которые мне поставили. И когда я туда ехала, мне написал в комментариях подписчик такой, типа, в каких местах города ты бываешь, мы могли бы встретиться. Вот. И я ему ответила, что я сегодня как раз еду в город, вообще редко бываю в городе, но сегодня еду в город, и если хочешь, можем встретиться. Я не думала, что это человек из моего города, я не думала, что человек знает, в каком я городе живу вообще в целом. Как оказалось, знает, я не знаю откуда, я точнее знаю, он мне потом рассказал откуда, но я не буду палить откуда, чтобы вы тоже не спалили. Вот. В общем, я пошла, подписала документы, какие нужно было. Выхожу из школы, спрашиваю, типа, встретимся или что? Он пишет, да, выхожу. Под конец я сказала адрес школы, и мы встретились около школы, поговорили миленько, потом я вызвала такси и поехала домой себе, потому что я довольно далеко от школы живу, я ходила туда только ОГЭ сдавать. Это было очень мило, он мне подарил, кстати говоря, шоколадку, и, боже, я не могу, это было очень мило, до сих пор не могу отойти, если честно. Не ожидала, что кто-то попрется в жару через полгорода, чтобы просто меня встретить. Ты живешь в Кокознецке? Нет, я не живу в Кокознецке, и слава богу. Я заканчиваю, сейчас буду отключаться. Спасибо большое всем, кто пришел, спасибо огромное просто, скорее всего, сохраню сейчас этот стрим, и потом его на канале публикую. Вот, все. Еще раз огромное спасибо за донаты, ребят, это, я не знаю, было для меня очень сильно неожиданно, что кто-то мне донатит, что кто-то пришел на мой стрим. Мне очень-очень приятно, что вы здесь, и что я могу с вами поговорить. Я надеюсь, что вам было интересно меня послушать. Все, давайте, пока. Так, где-то выключается такой, боже мой.